equipo de NER Paranormal vuelve por segunda vez a una casa abandonada, la cual ha estado presentando actividad sobrenatural. Все, камера готова, включена. Ну-ка, проверка сейчас света. Y luego de instalar sus equipos, deciden empezar con una sesión de EGF, pero luego de intentar por aproximadamente 15 minutos, no obtuvieron respuesta alguna. Sorprendidos por esto y pensando que tal vez la actividad del lugar ha desaparecido, deciden descansar un momento, pero algo extraño empezaría a ocurrir. Atentos. Тарелка там лежит. На полу разбитая. Вот это, походу, тарелка, да, упала? Ну да. Хоть не понял, она была на столе, да? Вроде да. Ну это по камере потом посмотрим. El equipo es despertado por los extraños sonidos de la casa. Sin embargo, en ese momento, todavía no estaban seguros si era algo paranormal, por lo que vuelven a intentar comunicarse con alguna entidad a través del EGF, pero nuevamente no tienen respuesta, así que vuelven a descansar cuando esto ocurrió. Тимон, ты слышал сейчас? Звук. Ну, вроде. А? Какой звук? Скрежет. Ну, ты приснилось? Не-не-не. Ну, блин. Вот я тоже не было. Ну, дремлю, не сплю. Не знаю. Ну, хочешь проверить? В начале входа в ту комнату. Да? Ну где-то в той стороне. Ну, проверим. Вот здесь внизу. Камера снимает? А? Камера снимает, правильно? Да, камера снимает. Ну, вот тут. Вот тут бы что-то волочилось такое. Думаю. Что это вот? А? Угу. Охренеть. Такое возможно-то вообще? Оценись. Ты понимаешь, что это вообще такое? Это полтергейст. Ну, скорее всего, полтергейст. Tim y Dennis tratan de encontrar alguna explicación lógica a todo esto, por lo que siguen revisando el resto de la casa, pero captarían algo escalofriante. Это отсюда звук тоже раздавался или возле двери, или там дальше? Нет, возле двери тут. Да. Ну, будто бы волос такой, что-то волочит. Не знаю, что.
это было? А? Что это было? По-моему, запор, который на окне он открылся. Кто тут? Палка? Угу. Можно намек на то, чтобы типа уходить. Рядом где-то с нами. Надо сюда уходить как-то. Пиздец, а что с ним ты понял? Трогать не хочу. Ты на потолке. На потолке? Будто бы потолок проламливается. A pesar de los múltiples intentos de comunicarse con la entidad a través del EGF, no tienen respuesta, por lo que sospechan que puede tratarse de un poltergeist. Luego, el equipo pasa la noche en la casa sin mayor problema, pero por el momento no saben exactamente qué puede ser. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Escribe tu opinión en los comentarios. El equipo de NERD Paranormal en esta ocasión vuelve a una casa en la que ya han estado investigando previamente y donde habían captado actividad paranormal, pero no sabían con exactitud qué tipo de entidad era, por lo que ahora intentarán realizar un experimento abriendo un portal utilizando un par de espejos y una vela, además del silbato de la muerte. Все, давай сейчас первое зеркало. Вот это снимем. Угу. И где-то я тут вижу. Да, вот. было два зеркала. Вот он. Два зеркала, да, обязательно. Так. Так надо их куда-то разместить. Нам надо их чем-то протереть. Смотри, она пыльная какая. Это да, это сейчас протерем. В принципе, можно. Получится. Нет. Так не получится. Так, в принципе, можно поставить. Где их? Надо вообще? ставить напротив друг друга, да? Да. И потом посередине свечку поставим. Tim y Dennis preparan todo su equipo, así como la ubicación de los espejos, para poder empezar con el ritual. Entonces, Dennis comenzaría a tocar el silbato de la muerte, y esto fue lo que pasó. Начинаем. Угу. Слышь? Какой-то шар. Угу. Как будто тарелка была. Да, смотри. Осколки. Осколки у нас там уже тарелка, по-моему, разбивалась. У нас тут не было осколков. Только интересно, откуда она. Я не видел на столе тарелок.
Непонятно. Нет, мне кажется, от двух. А либо... Я вижу только одну большую и осколки от нее. Возможно, тут звук какой-то был другой. Ты думаешь, это от одной тарелки столько осколков? Ну смотри. И маленькие как раз. Подожди, сейчас. А, нет, показал. Показалось, вот тут рисунок был. Может, стекло это было? Странно. Inmediatamente después de que Dennis tocara el silbato de la muerte, extraños sonidos empezaron a escucharse en la casa. Incluso parece ser que un plato ha sido aventado, pero aún tenían ciertas dudas de dónde más podría haber provenido este sonido. Sin embargo, esto solo estaba comenzando. Atentos. Столько какая-то... Это опасно вообще. Вверх. Вниз. Что это могло скрипеть? Смотри.
По-моему, холодильник. Наверное. Да, вот такой звук был. La actividad se va intensificando poco a poco, incluso cuando suben al ático de la casa. También son testigos de estos inquietantes eventos. Luego, cuando regresaron al cuarto donde se encontraba la vela y los espejos, se dieron cuenta que las puertas se habían movido y la vela se había apagado, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Entonces, intentarían comunicarse con el espíritu a través de una sesión con el EGF, pero captarían algo escalofriante.